Всем привет! У меня сегодня будет происходить следующая работа с орхидеями. Накануне 2 дня подряд я поливала свои растения, растянула на 2 дня. Я вам рассказывала, что иногда я в один день укладываюсь, с утра до самого вечера поливаю орхидеи во всех своих местах содержания. Так, растюшечек, сегодня буквально вот эти 2 дня последние поливалась. Сегодня у меня следующая работа. Так как у меня есть орхидеи на восстановлении, которые находятся, естественно, они у меня находятся вне полива очередного моих растений, поэтому каждый какой-то определенный уход я для них устраиваю отдельно. Так, сегодня у меня на повестке 3 растения. Кот, который находится на восстановлении, который находится в эксперименте. Я работаю с ним с живой. Вот эти растения тоже у меня работаются с живой. Я вам сейчас покажу результаты и буду делать полив в очередной раз. Это будет уже 3-я обработка. Вот эти 2 у меня будет 2-я обработка живой. Вот эти 2. Те, которые на восстановлении, вот такой системе посадки. Кстати, вы знаете... Как-то, когда я показывала видео о размещении орхидей на наращивание корней, ой, вы знаете, как-то ко мне пришел комментарий, такой вот просто, иногда люди, я не понимаю, чем они руководствуются и что они хотят сказать своим комментарием. Он был, знаете, такой по типу «нормальные вы так размещать орхидеи?» Вот хочу ответить на этот комментарий. Да, я абсолютно нормальная. И результаты, которые сейчас я вижу на растении, я, наверное, если я показываю то, что я делаю в отношении растений, значит, я знаю, о чем я говорю. Вот смотрите, что сейчас происходит с этой орхидейкой. Я помещала на наращивание вместе с вами. Что дальше было? Я убрала 1 лист и немножко увеличила обработку Максимом шеи. Чуть-чуть повыше сделала. Все, у меня растение растет, посмотрите, что она творит. Она мне выдала цветонос, видите, вот зелененький пупырышек. Это не корень, это цветонос, потому что он такой остренький, клиновидный. Вот видите, он клином таким идет. Под ним там набухает корешок. Ну, я не знаю, камера передаст, не передаст, еще отсвечивают стенки горшочка. Вот мы постараемся вам увеличить, показать, что реально происходит. Так, смотрим корневую систему. Те корешочки, с которыми я располагала растения, каждый корень, практически каждый, показал то, что он начал раскукливаться. Вот, корень раскукливается. Так, вот корешок, он раскуклился и вообще просто тронулся в активный рост. Видите, какой он? Вот, я надеюсь, вам видно. Вот он. Так, дальше. Вот этот вот немножечко удлинился, чуть-чуть начал зеленые клеточки свои показывать. Обработка живой была 1 раз. Орхидеи, конечно, немножко не хватает воды. Она дает мне понять, корней-то мало совсем. Но посмотрите, что она и цветонос дала. Удалять цветонос я не буду. Я знаю, что она у меня вытянет. Корневая система растет прекрасно. Листочки мы восстановим, это 100%. Все будет хорошо. Я буду делать очередной полив с живой. Так, давайте покажу, что у этой происходит. У этой орхидеечки я вот краешек листика немножко отрезала. Я вам уже ее показывала. В грунте здесь немножко другое расположение на наращивание корней. Здесь между дренажным слоем и слоем мха у меня кора. Корневая система, в принципе, она не пропадает. Вот какие-то кончики, чуть-чуть, вот они, сейчас я вам покажу. Вот, он подсох немножко, корешок. Но я видела, я вот отодвигала немножко мох, он здоровый, живой корешок. Поверхностные корни посеребренные, немножко стал раскукливаться вот этот поверхностный корешочек. Так, вот эти корешки, вот этот корешок немножечко тоже как бы повредилась ткань, но за ним там, вот там в глубине хороший корень. И сейчас я вам покажу следующий корень. Вот он, корень хороший, он уходит вглубь туда.
он не пропадает, он, ну, пока не раскукливается. Растение восстановило вот этот тургор. Листик сейчас у нее торчком вот в этой области. Помните, когда я делала пересадку, ну, размещение растения на наращивание корней в такой системе содержания, он был просто туда-сюда, как вот ушки-спаниелька. Бегал этот листочек тургора, он более-менее восстановил. Вот этот тоже, могу сказать, несмотря на то, что он остается сморщенным, но он, вы знаете, плотненький такой становится. Вот, делаю крайне аккуратные, иногда опрыскивание. Вот так вот наклоняю горшочек, иногда вот так опрыскиваю. Просто поверхность мха. Сейчас вот я опрыскивание чуть-чуть сделала, но все-таки я решила им подлить в дренажный уровень, в дренажный слой, вот этим двум орхидеюшкам, подлить решила живо. Поэтому сейчас я развожу, я вам не устаю показывать, как я это делаю. Я знаю, что информация по восстановлению растений, она очень актуальна и очень-очень интересна. Так, на литр, вы знаете, я беру 0,5 грамма. 0,5 отмеряю я вот этой ложечкой своей, которая 1 миллилитр. Вот так я возьму. Так, вот. Даже можно чуть вот так поравнять. Вот так. Размешиваю. Жива, в принципе, она хорошо разводится. И сейчас вот даже у таких растений, которые на восстановление, наливая живу в уровень дренажного слоя, я ее не отливаю. Она вот буквально попахнет сутки, я вам уже рассказывала про мои наблюдения, а потом все хорошо становится. Она как бы перестает отрицательно ароматить. Я не знаю, с чем это связано. Напоминаю, это растительные L-аминокислоты, которые обычно входят в состав растительного белка строительных клеток орхидеюшек. Ну и растений, вообще всех растений. В данном случае речь о наших любимых орхидейках, поэтому все, я растворила, и просто я беру свою любимую грушу и подливаю, потому что многие возникают вопросы, многие спрашивают: Ирина, нам не совсем понятно, как все-таки вы поливаете вот эти вот растения, которые находятся на восстановлении. Ребят, девчат, все показываю, давайте, чтобы вы уже конкретно все видели. Просто аккуратненько своей любимой грушей. Так, сейчас, я же такая дотошная, мне же надо все со дна поднять. Вот так, своей любимой грушей я набираю воду и чуть-чуть, сейчас я вам еще покажу кое-что. Так что досмотрите видео до конца. Результат, который я получила при использовании живы на коте, который находится на восстановлении, вот, это что-то, это второй кот мой. Вот так, я просто подливаю чуть-чуть вот так по краешку. Мох у меня намокает, я могу даже вот чуть-чуть на корешочки налить, потому что вода прольется. Вот так, раз, налила, с другой стороны наливаю. Вот можно чуть-чуть, вот если вы не опрыскивали, например, да, накануне, можно чуть-чуть вот по мху вот так поводить, чтобы он промок. И в одно место, как правило, я вот наливаю вот так, по стенкам в уровень дренажного слоя воду. Потом по керамзиту вода поднимется, и мох очень хорошо увлажнится. Сейчас посмотрю, сколько налить. Наверное, сантиметра полтора налью. Так. Да, вот так будет достаточно. Смотрите, сколько я налила. Вот. Ну, даже сантиметра 2. Это вот в каждом конкретном случае объем воды в дренажный уровень наливается индивидуально. Все зависит от расположения живых корней. Не делайте болото такое, чтобы корни касались воды, когда вы наливаете. Наливайте в дренажный уровень. Ну вот в данном случае я заполнила его наполовину. Вы видите, да, что вот керамзит, он вот здесь вот заканчивается. Все. Орхидейка дала цветонос, я просто балдею. Я сегодня, вот буквально 2 дня назад я к ней подходила, у нее ничего не было. Был только вот раскупленный корешок вот здесь, вот в этой области.
Я вам показала, такой он красивый, прям вот дал мне понять, что такое расположение орхидейки очень понравилось. Вот он, сейчас он за затуманенным стеклышком. Водичка у меня, я всегда поливаю, ну, где-то градусов, наверное, 35-36, такая достаточно теплая. Вот, и живо в ней хорошо растворяется. Так, налила, цветонос дал. Господи, я прям вот смотрю на это, вот какие все-таки орхидеи, ну, цепкие за жизнь, вот реально. Разные, конечно, бывают случаи, когда болячка сложная и нет возможности с ней справиться, то, да, орхидейка погибает. Так, подливаю водички также по стенкам. Также немножко я увлажню по поверхности мох, но совсем-совсем у этой орхидейки чуть-чуть. Вот так, потому что там кора у меня. И наливаю в уровень дренажного слоя по стеночке воды ей. Так, сейчас я там, где у меня корней нет, вот так наливаю. Какой объем? То же самое. Смотрим относительно расположения вот корня, который уходит в грунт. Вот он располагается. Видите? Поэтому вот такого количества, я думаю, водички. Сейчас чуть-чуть вот так набираем. Дабы вот мох по поверхности увлажнился и, ну, не сильно. Испарения пойдут, шейка будет чувствовать испарение. Вот сколько я и налила воды. Этого будет более чем достаточно. Вот так. Корешок не касается, видите, ни воды. Он как бы находится на 1,5 сантиметра выше уровня налитой воды. Вот так. Это с этими растениями. Я вам как раз показала результат, да, воздействия препарата. Вот эти вот реанимашки я стараюсь полить именно вот этим препаратом живо. Я их стараюсь полить где-то до 3 раз. Вот 1, 2, 3, да. Трехкратная обработка с интервалом где-то в 10 дней у меня происходит. Этого будет достаточно. Вот эта красота у меня уже поливалась 3 раза живой. Два раза. Да, 2 раза. 3-й раз сейчас будет. Это я как бы вам рассказываю. Смотрите, что происходит. Те корешочки, с которыми я пересаживала орхидеи, частично. Какие-то корни отмерли, какие-то корни остаются вот в таком вот, в принципе. Сейчас я вам буду показывать. Подождите, она капает. У нее всегда в уровне дренажного слоя, вот смотрите, стоит вода. Видите, достаточно высоко. Потому что коты, они, ох-ох-ох, какие они пивуны. Вот смотрите, частично корневая сохранена. И вот от корня, который был помещен из прежней посадки, старый корень, у него пробудилась боковая почка. Вот, наверное, видно, да? Хорошо. И у него еще, вот смотрите, еще корешок. Что там за корешок, я так сегодня и не обследовала. Откуда он взялся, понять не могу. Но вот он, зеленый кончик торчит. Но вы, наверное, уже увидели, что, какие щупальца медузы она у меня отрастила в уровне вот этой вот молодой шейки. Посмотрите, какая красота. А листики остаются еще подсморщенными. Я на это вообще внимания не обращаю. Да? Вы знаете прекрасно, растение отрастить необходимое количество корней, какие-то листики, вот по крайней мере вот этот листик она точно восстановит, вот этот листик она точно восстановит тургор. То есть пока они подсморщенные, я их специально подвязала, чтобы растению было полегче. И вот так она у меня растет. Вот такие щупальца она вращивает в грунт и прекрасно себя чувствует. Вот, показываю другую сторону. Я все-таки расследуя, да, воздействие вот этого препарата не на одно растение, я вам говорила, что важно понимать системность применения этого препарата. Вот есть, конечно, люди, которые ведут тоже блоги по орхидеям, да, и показывают вот результат на одном растении. Я считаю, что все-таки этот подход не совсем верен. Нужно показывать результат на нескольких растениях. Должна быть выработана именно системность воздействия этого препарата. То есть я должна понимать, как он работает не на одном растении, потому что растение растению рознь. И вот для этого, только для этого я применяю именно
в ни одном, да, варианте, не для одного растения, а для нескольких растений, чтобы понимать, реально ли это действует живо или нет. Вот все, что я вам показываю, эти растения у меня находятся вот в таком вот эксперименте, в работе именно с этим препаратом. Поэтому, и, кстати, у меня очень многие зрители пишут: Ирина, мы все обалдели от этого результата. Потому что, да, я понимаю, весна, это прекрасно все, да, все просыпается, листочки начинают расти, корешочки начинают расти. Но я вам могу сказать, результат появления одномоментного корней на шее, вот такого вот мощного, это результат воздействия этого препарата. В данном случае строительного препарата, аминокислоты растительные, которые входят в состав растительного белка. Так, я вам тоже видео сниму скоро, покажу свою проталинку, которая там шея, просто от шеи ничего не осталось. Помните, у меня, кстати, вопросы на канале приходят: Ирина, что с проталинкой? Ребят, девчат, обязательно покажу. Также поливала живой и также покажу вот этот мощный активный результат, который я увидела при практически через 3 дня после обработки вот этим препаратом. Вот я не пою дифирамбы, а лишь только анализирую те вещи, которые я вижу на своих растениях после применения этого препарата. Все. Что я сейчас буду делать вот с этой красотой? Она у меня поливается также. Вот сейчас 3-й раз буду поливать ее живой. Так, у меня тут водичка плюхнула. Как я поливаю вот этого кота? А еще что я вам не сказала-то, она уже 2-й листик растит, видите? Вот этот она отрастила лист, вот он, пошел новый молодой листочек. Корешочки, я вам показала, как они там в грунте стали активно будить боковые почки на старых корнях. Я вам уже показала. То есть все, что есть, показываю, ничего не утаиваю. Так, вот смотрите. Я поливаю кота достаточно плотно, но проливом. Сейчас вот этот мох, который на поверхности, ему нужно дать время для того, чтобы он намок. И потом он уже начинает очень хорошо, активно проталкивать воду через свои слои, без растекания в ненужные места. Вот, полив происходит у меня по необходимости, по мере того, как я вижу, что просыхает грунт. Но у этого кота грунт где-то на 1/3 с нижнего уровня, он никогда не просыхает. Я вам сказала, что в нижнем уровне у нее всегда, у этой орхидейки, стоит водичка. Потому что все-таки высокая такая посадка, корневая система, она где-то находится вот где-то в первой половине горшка, а коты, они водохлебы. И поэтому вода у меня стоит всегда в уровне дренажного слоя. Вот всегда. Иногда между поливами, я вам уже показывала вот этот мой вариант увлажнения поверхностного мха для стимуляции роста корней и для какого-то отсутствия пересыхания корневой системы, которая, ну, в моих условиях, в условиях низкой влажности, может начаться у орхидей. Те корни, которые быстро по поверхности начинают просыхать. Я наливаю достаточно много воды ей. Я вот сейчас налью вот эту всю банку. Она у меня постоит. Делаю это аккуратно. Так, давайте я сейчас вот так переверну, прямо из баночки налью, потому что груши я буду долго, я могу затянуть время. Но наливаю сверху для того, чтобы мне увлажнить корневую систему, корешочки. Сколько у меня Сейчас я покажу, какой уровень будет воды в горшке после полива. Сколько орхидея будет в этом уровне стоять. Значит, где-то минут 40. 30-40 минут я оставлю достаточно высокий уровень у именно этого растения. Это как бы не шаблон, по которому вам нужно действовать каждый раз.
поливая там определенные растения, которые находятся в определенном состоянии. Это именно индивидуальный полив. Я вам не устаю это все показывать. Я когда проводила прямой эфир, рассказывала: ребят, девчат, вы особо не морочитесь, это в принципе не сложно. Люди, которые приходят на канал и говорят: Ирина, сколько информации, нам кажется, что мы не сможем работать, понять, и ничего у нас не получится. Это так просто кажется, что много всякой информации, вы потом привыкнете. Вот я 2 дня поливала орхидеи, полила, все, у меня остались вот эти 3 красотки, я просто прекрасно помню о них, и то, что полив для них будет индивидуальный и с определенным составом, это я знаю для себя. У меня это как бы уже сложившаяся ситуация, да, и я знаю, что я буду это делать уже вне полива основного моих орхидей, моих растений. Вот смотрите, вот такой уровень, вот, достаточно высокий, видите? Я буду держать где-то полчаса, либо минут 40, а могу вообще на час оставить, если я забуду. Ничего страшного не будет. Для кота ничего страшного не будет. Затем я просто достану вот этот горшок и отолью из внешнего горшочка эту воду поливочную, отолью вот где-то вот настолько. Оставлю вот столько воды. Получается, что у меня даже побольше чуть-чуть. То есть я буду делать это относительно дренажного слоя в этой посадке. Какой дренажный слой? Вот я буду это делать с учетом того, оставляя воду, с учетом именно в сантиметрах дренажного слоя, скажем так. Вот. Полностью дренажный слой в этой посадке у меня заполняется водой и оставляется до следующего полива. Все. Ну, я надеюсь, сегодняшняя работа с орхидеями — это наш вот этот вот цикл передач, который я вам показываю, да, индивидуально, конкретно, что я делаю каждый день, не каждый день с орхидеями, которым необходим определенный уход. Вот. Один из дней из жизни орхоувлеченного человека. Вот такое у меня сегодня видео. И вот такие, я могу сказать, просто замечательнейшие результаты. Вот, поэтому, конечно, вот тургор немножко, вот он, да, чуть-чуть, да, листочки такие уставшие. Я вообще как бы не бью в набат, не кричу: ой, орхидея теряет листочки. Она растит прекрасно, смотрите, вот этот лист молодой. Когда я пересаживала, листик был где-то на 1/3 короче. Он растет цветонос, раскуклились корни. То есть все замечательно. И вот такое содержание растения на наращивание корней, поверьте мне, я вам показала результат, он более чем оправдан. Важно понимать, как проводить поливы орхидей, которые находятся в мхе. Поэтому я вам специально показываю вот такие результаты. У меня происходит от полива до полива полное просыхание мха. Вот по поверхности он просто шершит так, что ну вот он такой коркой становится и начинает шершать. Я вижу, что он полностью просох, но при этом в уровне дренажного слоя, я вам показывала, прежде чем начать полив, вы видели, что в уровне дренажного слоя водичка есть. Так, ну вот такие у меня сегодня уходовые процедуры. Надеюсь, мое видео для вас было полезным, познавательным и пригодится вам. А на сегодня буду заканчивать свое вещание. Поставила сегодня вот этот закрученный цветонос на уровне видео, да, чтобы вы посмотрели на эту красоту. Прекрасно растет, цветет, развивается растение. И все у нее замечательно, все хорошо. Это орхидейка, напомню, видите, с цветоносом из точки роста. Все, я хочу пожелать вам, мои дорогие зрители, всего доброго, здоровья, благополучия, и увидимся с вами вновь на моем канале. Всем пока-пока!